103-й день войны в Украине. Это одни из самых страшных дней не только для нашего дома, но и для всей команды Magic 5. Как лучшие друзья стали злейшими врагами? Что случилось между Димой и Олей? И почему команда Magic 5 больше не будет существовать? Всем привет! Мы привыкли всегда здесь на фоне этого дома записывать веселые видосы, веселые подводки о том, как весело и все хорошо. Вау! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5. Но сейчас такое время, где мы даже не знаем, какое это видео. Это последнее видео, не последнее, будет ли вообще что-то дальше. И вообще, что будет с Magic 5 каналом. Мы едем сегодня к родным, мы их давно не видели, практически с начала войны. И покажем, что случилось с их домом и как вообще обстоят дела вокруг. Блин, как долго, вот мы здесь просто так не ездили, сколько здесь реально было челленджей отснято, сколько всего было пройдено. Я помню, здесь я был и на резиновом колесе огромном с Евтушенко проезжали зимой, и здесь всякие челленджи происходили и с подписчиками, здесь было просто дофига подписчиков. Кстати говоря, вот, друзья, о подписчиках, смотрите, там уже кто-то тусит, ты видишь? Уже кто-то там тусит, да. А ну, открой окно. Реально, вот окно, смотрите, есть уже. Привет, стой. Вот эти вот ребята стоят вот здесь, вот под нашим забором Magic 5, и даже война вам не помеха, я так понимаю. Так, а что это у тебя, броник, да, или что это такое? С броником стоишь? Буду стрелять, но я буду стоять здесь, ждать, пока Magic 5 выйдут. Вот настолько у нас отчаянные ребята, настолько вот ребята сильные. Что вы думаете по поводу того, что происходит с Magic 5 и какое его будущее и так дальше? Какое у вас мнение? Надеюсь, не распадется. Да. Что по поводу, кто прав, кто не прав? Никита не прав. Просто единогласно все, Никита не прав. В общем, сегодня мы с Артуром будем снимать ролик на Magic 5, где, возможно, все поменяем в плане вашего мышления, возможно. А возможно, наоборот, даже все укрепится. Посмотрим. Сегодня расскажем всю правду. Спасибо, пацаны, что храните верность Magic 5. Это круто. В общем, друзья, это, наверное, самый худший период в нашей жизни. Я надеюсь, хужего больше уже не будет. На первом месте это война, на втором месте это все-таки распад нашей главной семьи, нашего всего будущего, наших общих целей и так дальше. Это команда Magic 5. Это действительно больно говорить. Сейчас можно проезжать, можно снимать, кстати. Сейчас мы едем в объезд, потому что вот этот мост слева по прямой дороге, он просто разрушен. Обалдеть, словно какой-то апокалипсис. Вон машина перевернута. Видел? Да, жесть, как бы в каких-то фильмах страшных. И это все у тебя вот в родном доме. Это все вот, это те дороги, по которым мы с Артуром ездили к родным. Это те дороги, по которым мы ездили и отдыхать, и сколько челленджей здесь снималось. И тут, и по-моему, где-то здесь недалеко, я помню, был момент, где я с Никитой попал в аварию на Тесле. Жутко осознавать, в каком времени сейчас мы живем. Только что мы ехали по трассе с Артуром и с Настей и увидели реально сгоревший настоящий танк. Причем танк не украинский, а именно, я так понимаю, это русский танк, который сюда каким-то образом доехал. И все-таки его сожгли. Сейчас я подойду поближе, покажу вам, как это все выглядит. Напротив нас сейчас тот самый танк,
который пытался доехать до Киева, но у него что-то не получилось. Мы подошли к этому танку. Все-таки, да, действительно, это русский танк. Там есть символика В. Вот эта ужасная символика, которая думает, что они здесь защитники, что они здесь освободители, что они пришли здесь нас защищать, спасать от нацизма и так дальше. Но, к сожалению, правда совершенно другая. Здесь просто гибнут люди. Просто посмотрите, вот здесь вот сидел человек, который управлял этим всем. Вот здесь находились тоже люди, которые полностью делали вот все выстрелы. Просто посмотрите. Я не знаю, какое у меня бесстрашие было залезть на этот танк, который, возможно, еще может как-то рвануть второй раз. Но я думаю, он уже так подорван, что уже вряд ли подорвется еще раз. Посмотрите, как у него сорвало гусеницу. Обалдеть. Очень жуткое зрелище. Ну что ж, посмотрели на этот танк. Действительно, символика буквы В. Вот это вот. Ну, знаете, да, что В, что З, это все одно и то же. Это все одни и те же ребята. Было телевидение, которое решило снимать нас в скрытку, но они не знали, что Дима работал раньше на телеке много лет, и он шарит, что такое, когда снимают скрытку. Да, есть такая тема, да, действительно. Не хотел об этом говорить, Артур уже об этом сказал. Когда ты снимаешь людей в скрытую, это когда оператор ставит на тебя вот так вот камеру, а сам в сторону смотрит. И тип то же самое делает, ну и делает вид, что он нифига не снимает. Я говорю, блин, я проработал более 10 лет на телевидении, что ты мне рассказываешь, что вы сейчас меня не снимаете? Ну, просто с этической точки зрения скажите, что вы снимаете и все, или разрешите заснять. Очень популярное место здесь, все ездят к этому танку, показывают его, и, собственно, теперь это видите и вы. Пока его еще не убрали, есть возможность увидеть то, что осталось от первой волны вторжения в Украину. Вкратце, что произошло? Дима Евтушенко расстается с Олей Шелби. Проходит некий период, и Никита начинает встречаться с Олей Шелби. Без всякого утрирования, вот вкратце это выглядит вот так. Но мы не можем сказать, что это не повлияло каким-то образом на Magic 5. Это настолько напрямую повлияло, что теперь команды как таковой больше никогда не будет. Возможно, это будет что-то типа уровня М4, но опять же называться мы уже так не будем. И легендарного трио иллюзионистов уже больше тоже не будет как раньше. Это был Артур, Никита, Дима Евтушенко. Это было легендарное трио иллюзионистов, которые были одни из самых топовых в СНГ. Сейчас же большинство из бывшей команды Magic 5 перестало общаться с Никитой. И сейчас ребята больше проводят время четвером, нежели как раньше. Ну, как это было? Накануне расставания Оли Шелби и Димы Евтушенко, Никита и Дима особо не ладили с друг другом. И были действительно конфликтные моменты, это правда. Хотя хочу вам сказать, что когда-то они называли друг друга лучшими друзьями. И это была действительно дружба, это были действительно лучшие друзья. А сейчас это просто максимальная ненависть. Насколько мне известно, сейчас Никита Голев с Олей Шелби действительно встречаются, и они вместе, и вроде бы как они счастливы, ну, как бы,
больше мнения, наверное, оставляю вам на подумать. Но с другой стороны, если люди счастливые, то надо, наверное, за них радоваться. Но думая о всей картине, думая о всей команде, это счастье стоило действительно дорогого, я бы сказал. Ну а пока мы едем, у меня для вас шикарная новость. Совсем скоро я запускаю свой авторский курс блогинга. Набор в группы уже идет, так что ты можешь стать одним из первых. Как стать популярным в Ютубе, как зарабатывать деньги на блогинге, как переливать аудиторию в ТикТок и Инстаграм, как снимать, монтировать, как делать превью, выставлять свет, когда лучше выгружать ролики, придумывать названия. Ответы на все эти вопросы я дам тебе лично. Уроки будут проходить в Zoom, и знаете что? Я преподаватель. Для тех, кто находится в Киеве, некоторые уроки будут при личной встрече. Успей зажечь свою звезду, успей стать в один ряд с Magic 5, А4, Ивангаем и любым блогером, которого ты любишь. Тебя ждут самые интересные уроки в мире, которые ты точно не захочешь прогуливать. Только что мы с Артуром остановились возле некого склада, ангара. Это просто ужас, как сейчас это все выглядит. Все сгоревшее. Я знаю, что YouTube банит за такие кадры, поэтому я вам не буду это показывать. Вот могу только чуть-чуть, вот прям вот, чтобы вот верхушка его, чтобы вы видели. Смотрите, друзья, отверстие от пуль. Отверстие от пуль. Осколки, пули. Смотрится очень жутко, друзья, прям ужасно. Это все, что я могу здесь позволить вам показать, но я хочу, чтобы вы видели всю правду, я хочу, чтобы вы были свидетелями, что происходит на самом деле. Поэтому я оставлю в своем телеграм-канале это видео, чтобы вы посмотрели, как здесь происходит все. И реально, что случилось с этим ангаром, что случилось с этим зданием. Это реально полнейшая жизнь. Я вас просто прошу, попробуйте разобраться в этом всем, кому действительно это интересно. Не вот эти вот диванные умники, которые посмотрели по телевизору что-то и такие, ну все, я уже все знаю. У нас тоже таких хватает, это правда. Ну, правда, и в Украине таких хватает, и в России таких хватает. Но я вас просто прошу, сделайте вот адекватное такое решение. Посмотрите новости, которые нейтральные, которые не с источников Украины, не с источников России, а вот нейтральные новости, независимые новости. Посмотрите, не знаю, 10 источников новостей, где вам расскажут действительно правду, а не то, что вам будут пичкать в мозги просто с телевидения. Многие люди, многие наши подписчики верят тому, что сейчас здесь нацизм, верят, что мы сами себя стреляем, верят, что здесь какие-то америкосы, что тут какой-то, боже, там такой бред пишут, просто безумно. Мы приехали сейчас к родным, и здесь вся эта область вот в таких обстрелах, тем более вот такие вот дырки, непонятно, пули или осколки гранаты. Но самое жесть, что меня вообще удивило, сейчас я подъеду, ребят, ближе. Вы сейчас видите, просто снаряд, это да, я не знаю, это танковый снаряд или что это, но оно прям жесть. Просто посмотрите, владелец заделал полиэтиленом каким-то, но владелец, наверное, сделал так, чтобы дождь не проходил дальше, чтобы скрыть от воды и защитить дом от влаги. Максимально все. Здесь, смотрите, там покрывало какие-то повесил. Весь забор в обстрелах. Да, там только как решето, просто все в дырках. Поэтому давайте сейчас заедем на территорию, посмотрим вообще, что там. Даже собачки соскучились за друг другом просто. Вот, посмотрите, что происходит. Привет, пап. Мама, привет. Привет, привет.
Отец принес вот такие вот осколки. Это... Непонятно, это от снаряда или... Да, это папа нашел в нашем дворе, вот это вот все. Посмотрите, как это выглядит стрёмно, оно все ржавое. Причем это, я так понимаю, это то, что очень быстро ржавеет. Ну, не могу понять, это осколки как? Это типа, когда взрывается какая-то бомба? Это снаряд, это осколки, скорее всего, какого-то снаряда. Посмотрите, как это выглядит страшно. Вот, и вот это каждый осколочек, каждая вот эта вот фигня может вбиваться вам под кожу, еще и в кости, не дай бог. Вот, и Ржаветь там, да? да, многие, кто сейчас на фронте, у многих есть действительно огромные проблемы, когда они попадают в госпиталь, достают вот такие вот осколки прям с кожи. Вот, ну, не дай бог, конечно, но представьте, вот такая ерунда летит с огромной скоростью и может просто пробить тебе голову. Это очень страшно. Кстати, Настя пришла. Я знаю, что у Настиных племянников есть вообще целая коллекция таких вот подобных вещей. Еще и какие-то гильзы. Поэтому, наверное, давайте пойдемте посмотрим. Мы сейчас зашли в гости к нашим родственникам. Артем, Андрей, поздоровайтесь. Привет. Привет. Вот сейчас ребята покажут, что, собственно, они делают в свое свободное время, чем играются. Ну, блин, по факту это уже дети войны, чтобы вы понимали. И у них уже совершенно другие игрушки, не такие, как у некоторых. Вот. Смотрите, что ребята собрали. Это от Града. Друзья, смотрите. Град. Наверное, небольшая информация, что такое Град. «Град» — это советская и российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Вот, теперь вы знаете, что такое Град. И вот как выглядят остатки его снарядов. Они просто падают, типа, они на поражение или это Нет, просто это снаряд? что оно разрывается все. И вот куски, смотри, прям как металл аж загнулся. Вот это от мины. И вот это, чтобы вы понимали, вот эта вот фигня может лететь с большой скоростью и просто вот отрывать тебе ногу, руку, голову пробить очень легко. Покажи. А Мина. Вот сейчас покажу от мины. Сейчас вот еще. Осколки от мины. Осколки от мины. Сейчас. Покажи осколки от мины. А вот это от противотанковой мины. Ничего себе. Осколки от противотанковой. Радужная. А температура. Стой, осторожно. Ой. Оно прям цепляется тебе за кожу, прям вот Тонкий металл, легко, да. Это легко. от танка российского. Ты себе на память оставил? Играйся так. А вот это от мины, например. Вот представьте на одну секундочку, да, вот это вот все летит с огромной скоростью. Все вот это вот, все вот эти вот куски, вот это вот все может пробить просто это человека. Это от мины. Оно вот туда упало. От бомбы. От мины. От бомбы, говоришь? От бомбы. А ты знаешь, с какой стороны готовилось нападение? Ребята живут здесь неподалеку от леса, здесь вот прям лес за забором. И сейчас всем запрещено туда ходить, потому что многие еще говорят, что там есть места, которые заминированы. И на днях даже был один прецедент, да, насколько был? Да. Могла бы ты сказать, что там произошло? Насколько известно, что-то взорвалось. Ракета была, и Поскольку наши... людям не разрешают туда ходить, ехали, наверное, на тракторах селяне. И вот если проезжают по неразминированной дороге, то подорвался на растяжке. У нас это просто сейчас сплошь и рядом. Не успевают разминировать огромное количество. Все леса, все парки, все заминировано. Причем, чтобы вы понимали, раньше люди там ездили на велосипедах, собирали грибы, гуляли по лесу. Все, теперь это все закрыто, и причем на много лет вперед. Для ребят это все уже прям огромный стоп. Посмотрите на этот забор. Это забор, который пострадал от, я так понимаю, от взрывов, которые произошли со стороны леса. Когда был взрыв и шли осколки, смотрите, с какой мощью оно все выбивало. Арматура вся эта погнулась. Покажи место, куда упала мина. Это место было, куда упала мина. И вот из-за этого и... Это вот Благодаря это воронка разрыву, от мины да. была, да? Да, тут Обалдеть. было очень много грязи, поскольку еще была зима. И благодаря этому заглушило немножко взрыв и спасло, можно сказать, дом, который здесь был вблизи. Но Блин, друзья, представьте, вот это вот все, мы сейчас находимся с вами, вот просто вот стоим,
Вот, в воронке, куда и попала мина. Она сюда попала и разорвалась. И вот это вот все полетело в сторону забора. Представьте, это просто повезло, что она еще попала сюда, и земля еще как-то сдержала осколки. Все остальное полетело вот так вот. А вот это Представьте, уже... насколько это страшно, насколько это опасно, когда в зону поражения может попасть человек. А вот это уже от калаша. От гильзы. Что это? Ты От гильзы калаша. насобирал? Да. Ты Вот что, это от собираешь калаша. гильзы? Да. А вот это уже от снайперской винтовки. Покажи от снайперской Вот. винтовки. Это твои игрушки теперь? Ну да. Это от калаша, Да. Смотри, вот, смотри, дерево просто... А это? И... Можно? Да, можно. Такие сюрпризы. Вот так вот выглядят современные игрушки детей Украины. Сейчас это дети войны. Вот такие вот вещи можно найти просто сейчас на улице. И ребята такими играются. Там вроде какой-то звук был, да? Вроде как будто кто-то летел, да? Слышали звук? Да. Вот сейчас слышно. И вот постоянно ты находишься на стреме. Вот ты слышишь звуки, что что-то летит. И надеешься, что это наш самолет. А вдруг это не самолет, вдруг это ракета, вдруг это не наши летят. Страшно. Это все страшно, это все тревожно. Вот таковы реалии. Вот такова жизнь сейчас современной молодежи. А вот еще мы Детей были войны. там, смотрели вверх, выпал снег. Да. И два вражеских истребителя тупо как вот эти провода над нами летели. Вот на такой высоте где-то. Просто над головой. Какой звук был тогда, ты помнишь? Аж глушило, да? Бомбардировщик. Российский бомбардировщик. Летели над головой. Когда они отлетели от нас далеко, так бахнуло. Было страшно? Конечно. А что вы делали, когда слышали такие звуки? Спрятались в коридор, иногда и шли. А когда вот эти были, мы побежали вперед просто. Угу. Было стрёмно очень. Было стрёмно. А на такие были ситуации, что мы просто ночевали у соседей в подвале. Там просто много было места, а вот некоторых соседей просто очень мало. Очень. Вот я знаю некоторых Долго ночевал в подвале? Весь день и всю ночь. А вот это я сейчас только что нашел. Осколок какой. Ты еще один осколок Да. нашел? Серьезно? Прямо Да, здесь? вот здесь. Обалдеть. Друзья, вот буквально на пару секунд прошло, мы нашли еще один осколок. Такой. Представьте, оно вот это вот все здесь взрывается, идут огромнейшие осколки. И просто, вот подумайте, просто вот представьте, какая огромная дырка, какой огромный кусок осколка летит, что может пробить больше, чем вот ваша ладонь. Смотрите, вот если сравнить мою голову и вот эту дырку, то это полностью может сорвать тебе голову. Вот в буквальном смысле. Это действительно может просто тебе ее снести. Все. Даже вот такой может. Я просто проведу голову, вот такой, и все. Кошмар. Причем, я его сейчас держу в руках, друзья, чтобы вы понимали. И он прям цепкий такой, как это сказать. Он прям вот как и с иголками будто такой. Он прям проходит сквозь кожу очень легко. И я прям это вот чувствую. Не знаю, как это вам передать на камеру. Но он прям вот как, не знаю, как шипами какой-то. Он очень легко заходит в кожу. Очень легко. Вот такие, друзья, страшные реалии. Вот таким сейчас дети играются. И вот так ребята сейчас так живут. Еще нашел? Да. Вот, друзья, на ваших глазах. Буквально за пару секунд снова еще один осколок. Сколько еще вот такого подобного можно найти по всей территории Украины, а тем более в лесах. Но это одно из самых небезопасных мест, поэтому туда никто не ходит. Да, и ближайшие, говорят, несколько лет, пока города не будут разминировать, не очистят, не реконструируют все, в лес вообще запрещено ходить. Да, чтобы вы понимали, даже когда была мировая война, даже с тех времен, еще 40-х годов, находят снаряды, мины необезвреженные до сих пор. А сколько лет уже прошло? А сейчас новая война, и просто просто трудно представить, как долго еще люди не смогут просто даже ходить в парках, есть мороженое, и отдыхать, и собирать грибы, и ходить на озеро, ловить рыбу и так дальше. Это все страшно. Страшные реалии, друзья.